Сразу вопрос. Татьяна, чем обусловлена популярность этих ящериц? Ну, наверное, это одна из самых простых ящериц, легко размножающаяся, добрая, ручная. Они все практически добрые. Мне, конечно, попадались, наверное, не очень добрые, но мало. И размножаются они на редкость легко. То есть вот, по-моему, мне, конечно, ничего делать не надо. Даже зимовать не надо особенно. Нет, ну лучше, конечно, зимовать, но, в принципе, они будут и без зимовки размножаться. Просто иметь самца и самку. Все. Но это точка зрения заводчика. А вот у просто любителей, у людей, которые любят животных, популярность в первую очередь доброта? Наверное, да. Доброта большая, красивая. Но они красивые. Интеллект? Да. Они даже руками умеют махать. Ну, руками махать. Узнают ли хозяев? Наверное, все-таки... Не, ну они, наверное, дифференцируют все-таки. Свой-чужой у них есть. Свой-чужой. Понимают, да? Да. Где лучше относятся к тем, кто кормит? Вот я не сравнивала. Мне кажется, ну, меня кормит помощница, беру в руки я, они любят одинаково, по-моему, и ту, и другую. Угу. Хорошо. Простота кормления в чем заключается? Ну, кормить просто. Они, пока они маленькие, они едят насекомых, ну, то есть нужна белковая пища, да, и салат и зелень. Угу. Когда подрастают, в основном салат и зелень. А что такое салаты и зелень? Мы даем 3-4 вида салата разных, да. Летом это еще трава, сныть, одуванчик, а вот салат и зелень. Ага. Даем тертый кабачок, тертую морковку, тертое яблоко. Ну, что есть. Насколько я понимаю, очень быстро растущие ящерицы. Да, они, наверное, половозрелыми. К 2 годам они уже половозрелые. Ну, я даже не половозрелость имею в виду, а скорость роста, объем Быстро. набирают. Да? Быстро. В связи с этим, что очень важно? Кальций, витамины и ультрафиолет. Вот это всегда, да? Это всегда, это прям обязательно. Ну, у нас это обязательно для всех ящериц. Мы даже, честно скажу, мы даже и ублифарм ультрафиолет ставим. То есть в большей или меньшей степени, там, но у ублифаров тоже есть ультрафиолет. Но этим это действительно важно. Иначе мы получаем, вот можно продемонстрировать агаму, да, которая, есть такая. Я понимаю, у тебя на излечении. Да, принесли нам такую. Нет, на самом деле ее просто жалко было убивать. Усыплять. Усыплять. Мне ее жалко было, да, а так ее, в принципе, привезли, чтобы она благополучно... Жила хоть как-то. Чтобы она ушла в мир иной, но мне ее стало жалко, и поэтому я ее оставила. Ну, вот такая, да. И выходила. Будет жить. Ну, вот, да, типичный представитель зарахиченных бородатых агам, не получавших ультрафиолет, кальций, витамин D3. То, что для этих ящериц необходимо. Да, вот такая курносая ящерица получилась. Да, смешная. Но зато она жива. Ну, да. В разведении она, конечно, не поет. Но мы и вообще бородатых агам, я не могу сказать, что мы их прям вот разводим, да, это так. В основном они больше для себя, наверное, у нас. Сейчас же не только стандартные агамы вот такого окраса есть, да? Сейчас появилась... Существует очень много морф, да. Ну вот я не очень специалист по морфам, да. Есть цветовые вариации. Вот это, например, желтая. Есть прям невероятно красивые, ярко-красные. Есть они какие-то лысые. Их очень много. Я просто, вот честно скажу, я не специалист по морфам, да. И я не занимаюсь морфным выведением бородатых агам. Нет, это не ко мне. Но ящерица уже настолько популярная, что морфников уже довольно много. Много появилось. И, наверное, это та ящерица, которую можно рекомендовать именно любителям, да? Вот начинающим. Любителям, новичкам, начинающим. Добрая, красивая, большая, крупная, очень проста в содержании. И достаточно интеллектуальная. Да, и достаточно интеллектуально, с ней можно вот как-то взаимодействовать, общаться. И не такая мелкая, пожалуй, как и ублифар, для того, чтобы даже дети могли там брать в руки и общаться с этой ящерицей. Да, и она еще дневная. Ублифар все-таки ночной, а агама дневная. То есть ящерица для новичка. При разведении
Какие сложности? Вот сейчас можем, наверное, даже руку приоткрыть и показать сложности, возникающие. Самец во время гона откусил самке хвост. То есть с разведением все-таки существуют некоторые проблемы. Да, я бы не сказала, что это проблема, просто надо следить. Вот постоянно следить, что они там делают, как они делают, рассаживают, саживают. Есть группы, которые существуют много лет, и никто никого не трогает. Так бывает. А бывает, что саживается новая самка с самцом, она не нравится самцу, или наоборот, слишком нравится, тут вот не угадаешь. И он вдруг берет и откусывает ей хвост. Так тоже бывает. И у этих ящериц, насколько я понимаю, хвосты не восстанавливаются, в отличие от большинства. Вот у этих не восстанавливаются. То есть они такими вот Они вот такими куцехвостые, она и останется. Ну, от этого, наверное, не менее любимая. Не менее. Может быть, даже более, потому что, говорят, сложных детей мы любим больше. Ну, что ж, спасибо. Будем тогда рассказывать всем, кто спрашивает, какую ящерицу завести, будем рекомендовать сейчас бородатую агаму, ну и, наверное, и ублефара. Про ублефара мы поговорим обязательно еще, ну, я думаю, даже не раз, потому что и ублефаров тоже сейчас огромное количество. Зато красивая какая. Красивая, замечательная, чудесная, прекрасная, добрая ящерица. Ну, ладно. Вот, ребята, мы посмотрели. С разумными глазами. Глаза очень умные. Глаза действительно очень умные. И я думаю, что это все могут обратить внимание, насколько мыслящие глаза. Она просто вот следит за камерой. Хорошо? Да. Спасибо. Да. Удачи в разведении бородатых агам. Решила обследовать новую территорию, и где-то там вон в углу болтает. Селя, уходи давай отсюда. Вы еще не знакомы как следует. Это Мася может здесь с ними находиться и дружить. Мася очень дружит с лисами. И это удивительно, потому что все-таки хоть финьки и не крупные лисички, но Мася намного мельче их. И все равно он абсолютно им доверяет, и когда финьки гуляют, он лежит просто на полу, на спине, раскинув руки, подставив им живот, абсолютно не опасается. И финьки тоже к нему относятся очень доброжелательно.